Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Короткие обгрызенные ногти – одни из самых сложных для мастера, и многие задаются вопросом, как с ними правильно работать. В этом видео выполним преображение, моделирование, а также новогодний дизайн. Поехали! Ну вот те самые ручки. Как вам такое? Взяли бы такого клиента себе в работу или нет? Мне, честно, нравятся такие ноготки и работы с ними, потому что всегда получается вау-преображение. Главная особенность такой кутикулы, что она сильно стелется и за счет этого прорастает капиллярами. Мастеру крайне тяжело выполнить тщательную обработку и не поранить модель. Я сегодня предложу способ, как можно все-таки поработать с такой кутикулой, и вы увидите, как даже только после маникюра уже кратно меняется визуальное восприятие этих ногтей. Первым этапом я нанесла тальк и аккуратно отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Затем матирую ногтевую пластину при помощи бафа. То есть стандартная подготовка, приподнимаем чешуйки для хорошей сцепки. И сейчас вот эта юбочка из кутикулы, она мешает. Под ней не виден карман, непонятно насколько обрабатывать. Поэтому я предлагаю на черновую вот так вот где-то небрежно срезать кутикулу. Конечно, никакой единой колбаски, как говорят, у нас здесь не получится. Поэтому все, что срезалось, убираем, а что не срезалось, оставляем. Готовлю силикон-карбидный шлифовщик, затачиваю его и будем приподнимать кутикулу. В чем плюс работы таким инструментом, такой фрезой? Она хорошо приподнимает кутикулу, убирает птериги. Мы уже видим, что на пластине практически его не осталось. Необходимо будет слегка доработать. Карманчик хорошо раскрывается. Плюс клиенту не чувствительно, не больно выполнять такую обработку. И все достаточно бережно и аккуратно. При некоторой кутикуле вообще даже можно ограничиться только такой насадкой, силикон-карбидным шлифовщиком, и все. Но в нашем случае мы добавим еще алмазную насадку пламя, так как валики достаточно объемные и по пазухам есть еще сухая кожа. Плюс силикон-карбидный шлифовщик приподнял лучше кутикулу, и теперь я могу кое-где выполнить маникюр поглубже. Но не увлекаемся. Помним, что лучше перестраховаться с такой кутикулой, возможно, слегка оставить где-то недорезанный кусочек, нежели чем порезать. Аккуратно, филигранно выполняю срез, но даже несмотря на это, на одном ноготочке я все-таки задела кожу и специально оставила этот кадр для того, чтобы вы видели, что даже мастер с большим опытом на такой кутикуле может допустить ранение. Я аккуратно спиртовой салфеткой убираю и использую кровоостанавливающее средство. Все, теперь мы можем приступать к шлифовке на всех остальных ноготках. Для этого выбираю алмазную насадку с желто-белым пояском. Она как раз таки зашлифует все эти мелкие заусенки, которые остались, так как даже красный абразив в данном случае будет грубоватым. А силикон-карбидный шлифовщик все равно так бы не счистил, так как он не имеет сильного абразива и работает несколько иначе. И посмотрите, какой чистый, красивый результат после обработки. Уже визуально ногти преобразились, а о том, как делать такой красивый маникюр, мы подробно рассказываем в нашей базе знаний. Нравятся мои видео? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 30 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании, а также подписывайся на канал. Тщательно подготавливаю ногтевую пластину, дегидратор для подсушивания и кислотный, внимание, не бескислотный, а кислотный праймер для того, чтобы лучше приподнять чешуйки, чтобы была хорошая сцепка. Ну и, конечно, тонкий слой из кислотной базы в качестве подложки, опять-таки для улучшения сцепки, чтобы точно все хорошо носилось и чтобы наша модель не имела никаких проблем до самого Нового года. Моделирование буду выполнять при помощи нижних форм. Объясню почему. Можно было, конечно, использовать гелевые типсы, но все-таки результат был бы не очень красивым, так как ногтевая пластина сама по себе широкая и форма получилась бы широкой на выходе. Если бы я взяла верхние формы, то вероятнее всего передний валик выталкивал бы материал. Конечно, можно было бы помучиться, можно было оттянуть этот валик, тейпами заклеить или еще какие-то ухищрения придумать. Можно.
Но самый такой чистый способ, вот в ее конкретном случае, наращивание на нижние формы. Тут в чем сложность? Что свободный край у нас достаточно прямой, не округлый, поэтому вырезаю форму не как обычно вглубь, как вы могли видеть в моих других видео на канале, а делаю вырез более плоским. И затем вырезаю насечки из точек роста и уже устанавливаем на палец, поджимаем для того, чтобы у нас получился красивый квадратик. Подложку выполняю из вот такого натурального геля-желе. Почему взяла его? Так как он достаточно жесткий после полимеризации и хорошо держит арку. А мне как раз этот момент и нужен, и важен, чтобы ногти получились не широкие и трапециевидные, а поджатые, стройные и красивые. Поэтому как раз таки гель-желе будет хорошо держать эту арку, как скоба. Тоже берите на заметку, сразу выкладываю нужную мне длину, быстренько подхватываю фонариком. При необходимости эту подложку можно поджать тонкогубцами, либо специальным инструментом для поджатия ногтей. Наши подложки готовы. Обратите внимание, какие они тоненькие. Мне тут не нужен был никакой объем. Если выложить гель-желе очень толсто, то следующая выкладка получится неравномерной. И теперь промазываю всю ногтевую пластину для того, чтобы уже выполнить основную моделирующую каплю. И теперь беру гель такого молочного розового оттенка, который хорошо ляжет плотно, и, например, когда она будет делать в следующий раз коррекцию, будет красивая основа подложка. Выкладываю практически на готовность, кое-где помогая себе тонкой кистью, но все равно после окончательной полимеризации будем опиливать форму и поверхность для большей четкости и ровности. И обратите внимание, что я постоянно поджимаю, то есть подложку я поджала и архитектуру я поджала. Для чего это необходимо? Чтобы появилась арочка в торце ногтя. Эта арка поможет сделать ноготь более устойчивым к любым повреждениям, ударам, плюс будет лучше носибельность, но также это красиво выглядит, когда ногти не просто прямые, такие лопаты, а все-таки имеют красивую натуральную арочку. При необходимости можно установить прищепку для большей фиксации этой арки. И после того, как мы все финально хорошо просушили, выполняем опил. И поскольку длина небольшая, выполняю ее не более чем длина ногтевого ложа, выбираю форму скво-овал. Он будет смотреться очень изящно и натурально и сгладит такое, возможно, грубое впечатление от этих ногтей. Будет смотреться очень естественно, поэтому рекомендуйте эту форму своим клиентам вот в таких случаях, когда у нас небольшая длина, клиент хочет квадрат, но как будто бы при короткой длине скво-овал будет смотреться гораздо выигрышнее. Я опиливаю длину, боковые стенки и слегка прохожусь по поверхности, сглаживая ее. Зону около кутикулы не трогаю, там и так выкладка хорошая, все как обычно, по схеме работаем. Если вы работаете по схеме, то такой опил у вас не займет много времени. И после опила вот такие стройняшки у нас получаются. Но это еще не все. Подготовим ногти к празднику, сделаем новогодний дизайн. И для этого буду использовать вот такой красивый, насыщенный гель-лак бордового оттенка с микроблестками. Выглядит он очень празднично, конечно. А такой красный оттенок, мне кажется, уже стал как символом Нового года, Рождества. Поэтому выбрали именно его. Наношу его плоской кистью для того, чтобы не утолщить покрытие. Лучшим сочетанием к этому красному, конечно, будет золотой. Отпечатываю стемпинг разнокалиберными снежинками, чтобы была динамика в дизайне, чтобы это смотрелось красиво. Это очень просто, не занимает много времени, но на руках выглядит очень эффектно. И покрываем топом. Можно было бы покрыть глянцевым, но, на мой взгляд, будет очень красиво и эффектно смотреться в матовом. Вот эти блески, они будут деликатно подсвечиваться изнутри, не давая такого яркого свечения. И в целом работа будет выглядеть интересно. Смотрите, как этот цвет смотрится под матовым. Ну классно же! Как вам результат нашего преображения? Понравилось? Поставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, смотрите другие полезные видео с преображением. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!